Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже дом Chloé представил коллекцию «Осень-зима 2024-2025» под руководством нового креативного директора Чимены Камали. Ранее она уже работала в Chloé, пройдя путь от стажера до директора по дизайну. И я скажу вам, друзья, сейчас настал тот самый момент, когда Камали действительно оказалась нужна бренду, да и современной моде в целом. В последнее время дисбаланс в мире фэшн-искусства стал бросаться в глаза слишком сильно. Поставить мужчину во главу французского дома, изначально созданного женщиной для женщин, было бы непростительной ошибкой. К тому же знаковую сторону от женщины женщинам сейчас в основном на подиуме представляют Вирджини Виар и Мария Грация Кюри. Первая уже давно вызывает вопросы по части дизайна, вторая намазолила глаза топорными феминистскими лозунгами. В модной индустрии все ждали женщину, которая одновременно была бы сильным дизайнером и могла бы достойно раскрыть женский вопрос. Таковой оказалась Чимена. Сегодня она предлагает не ударяться в интеллектуальную моду и не мудрить, а просто смотреть на реальных женщин, вдохновляться ими и делать для них одежду. Дизайнер уверенно заявляет: мы должны иметь смелость быть самими собой. Осенне-зимней коллекции Камали дала название «Интуиция». Именно это чувство, с ее слов, должно быть решающим в способе, манере одеваться. Ведь это честно, искренне и основано на реальности. Свою главную миссию в бренде новый руководитель озвучила как желание подсветить его теплую большую душу, объединив в кругу поклонников марки и 25-летних, и 70-летних. Не скрывая своей огромной на грани с фанатской любви к Карлу Лагерфельду и его эпохи в Chloé, Чимена в творческом вдохновении обращается к архивным коллекциям периода 1975-79. Так на подиуме появились полупрозрачные или совсем прозрачные платья и блузы с волнительными рюшами и воланами. Причем носить их дизайнер предлагает моделям всех возрастов, разве что слегка прикрывшись пончо. Можно также выбрать тренчи и кожаный болеро, пальто в клетку и брюки-клеш, одежду и туфли с динамичной бахромой, джинсы и кружевные наряды. Общую атмосферу показа и настроение в образе поддержали аксессуары. Это ремень с крупным, но изящным золотым логотипом, он точно станет хитом. Повязки на голову в духе хиппи, очки-авиаторы, которые, на мой взгляд, уже давно не выглядели на подиуме так стильно. А еще сапоги-ботфорты, где стоит отметить эффектный стилистический прием от дизайнера. Нам предлагают заправить край летящего платья в высокое голенище. Знатное обновление в гардеробе Chloé получила также линейка украшений и сумки. Среди последних в лидерах все версии Хобо. В список желаний модницы уже успели добавить сумку буквально космических размеров и более компактный вариант с креплением кольцом, который удобно носить на сгибе локтя. Сегодня Chloé балансирует между романтикой, практичностью и игривостью. Но больше всего новому креативному директору удалось раскрыть в модных образах общую легкость, раскрепощенность и лишенную всякой пошлости сексуальность, что было характерно для бренда и при Карле, и при Фибе, особенно умело работавшей с бохо-тематикой. В конце концов, Chloé от Чимены Камали – это энергия, какую может дать только человек, одинаково сильно любящий и Париж, и Лос-Анджелес. Это подчеркнутая женственность и в то же время небрежность. Такая, которая как бы говорит: ты можешь проснуться, накинуть на голое тело свободное платье и, не расчесываясь, убежать по делам со своей огромной сумкой. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем. Коллекция, где рулят расслабленные и миролюбивые 70-е, получилась свободная, непринужденная, искренняя и, я надеюсь, заслужила на поставленный лайк. С интересом жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Скажу большое спасибо за поддержку канала. Всем красоты и только позитивного, солнечного настроения!